Всем привет! Решил поменять задние амортизаторы на машине. Но какие ставить? На передней оси у меня стоят SS20 уже 2 года. Но пробег небольшой, 17 тысяч километров. На задние заводские с пробегом 107 тысяч километров. Продавец в магазине советует SS20 поставить. Но у меня есть ощущение, что они уже не такие хорошие, когда были новыми. А ведь пробег у них небольшой. И он мне посоветовал проверить состояние амортизаторов на стенде. И по результатам сделать вывод. Мне показалась эта идея интересной, и я поехал. Итак, я в сервисе. Машину завозят на специальной виброплощадке и поочередно каждое колесо тестируют. Сначала замеряют вес оси, потом вес каждого колеса по отдельности. Затем площадка начинает вибрировать с разными частотами и замеряется вес колеса на площадке. Чем меньше разница в весе между колесом в состоянии покоя и во время работы стенда, имитирующего движение по неровностям, тем лучше. Выражается эта разница в процентах. Результаты исследования выводятся на экран и потом распечатываются. Тест закончился, я получил распечатку. Согласно норме, это 70%, ни один амортизатор у меня ей не соответствует. Однако на сервисе сказали, что просевшие пружины могут ухудшать результаты исследования на 5-7%. Учитывая это, передняя ось в порядке, а задние амортизаторы, как я и предполагал, можно менять. К тому же на задней оси есть разница между амортизаторами в 2%. Это тоже нехорошо, согласно распечатке. Однако, если посмотреть на сам график, то видно, что старые заводские амортизаторы во всем диапазоне частот ведут себя относительно друг друга более равномерно, чем у SS20, у которых разница достигает 15% между правым и левым колесом в частотном диапазоне 15-16 Гц, тогда как у старых на той же частоте она равна 7%. То есть в 2 раза меньше. Хотя на сайте SS20 написано, что отличная устойчивость и равномерное сцепление с дорожным покрытием обеспечивается одинаковыми характеристиками амортизаторов, подобранных в пару. Может, так оно и есть, когда они новые, но со временем они уже не такие равномерные. И это с учетом, что я сравниваю с амортизаторами, которые проехали 107 тысяч километров, то есть в 6 раз больше, чем SS-овские. К СС еще есть одна претензия, это коррозия. Коррозия и на стойках, и на опоре. Особенно опора меня удивила. Вроде бы место такое сухое, там никогда воды-то не бывает, а она ржавеет. Причем эта ржавчина появилась не сейчас, а в прошлом году еще, также и на стойках. А если они так относятся к покраске изделий, тогда и к остальному качеству тоже не факт, что лучше относятся. Теперь думаю, что лучше покупать. Итак, в результате теста я понял, что амортизаторы надо поменять и поменять вместе с пружинами. Но на какую фирму, непонятно. SS20, теперь я сомневаюсь в них. САЗовские, можно купить они чуть подешевле, но не факт, что они проходят 100 тысяч километров, потому что на завод идут другие запчасти, не такие, как в магазин. Ну, есть такое мнение. Они похуже. Каябы, кони, это все дороже. И тоже не факт, что оно будет лучше. Поэтому, если у кого-то есть какой-то опыт замены, наблюдений за амортизаторами, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я, наверное, до осени буду еще пока ездить на старых, пока не определюсь. Вот. На этом все. Пока. Спасибо за комментарии заранее. Вообще есть по опыту какой-нибудь такая тенденция, что какие-то амортизаторы быстрее умирают, какие-то нет? Если у вас стенд есть такой? Ну, тенденции не могу сказать. Каябовские у нас устанавливают, там 3 года гарантии. Вот про них могу сказать, про остальные бренды. А они работают, да? Ну да, людям ставят, ездят, не жалуются.